Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Мы говорим о самом остром и самом интересном. С нами на связи прямо сейчас Гарри Табах, прямо из Америки. Здравствуйте, Гарри. Приветствую, приветствую, Александр. Вітаю вас. Да, дякую. Дякую и сразу с места да в карьер. Обстрел Польши хочу обсудить с вами. Очень интересная конфигурация вечера, ночи. В каком плане интересная конфигурация сообщений? Мы вот видим, как возбудились сначала страны балтийских стран, раздавали направо и налево интервью, что там Эстония готова защищать любую пять земли страны НАТО. Позже там представители Латвии и все указывали на обстрел Польшей. Вот две ракеты прилетело, двое пострадавших. И вот, ну да, и Польша официально не спешила подтверждать информацию, быстро собрала там совет правительства, всех главных чиновников, что с этим дальше делать. Но выходит Зеленский и, собственно, ставит четко точки над «и». Нужно действовать, это нарушение коллективной безопасности, Россия эскалирует. В самой же России заявляют, что это провокация. Чего здесь больше, на ваш взгляд, и является ли вот этот обстрел, каким-то судьбоносным вообще в противостоянии с Российской Федерацией? Ну, смотрите, Александр, я вам буду кое-что говорить, а вы меня сразу перебивайте, если вы этого не слышали, если первый раз вы услышите это от меня. Значит, это не мы, это вы сами сделали, обстреляли. Надо расследование, а вы докажите. Значит, самолет сбитый с польскими всем властями, не мы, докажите. Боинг сбитый малазийский на территории Украины, не мы, докажите, не наш БУК, команда не наша, наши солдаты, но это не то. Там диспатчер, да, потом сбили мы, но мы стреляли не по Польше, а мы стреляли по израильским самолетам, они увернулись, и ракеты попали в Польшу, поэтому все претензии к израильтянам. Это будет бесконечно. И опять, доказывать будут они одно. Они будут доказывать, что НАТО беззубый. Ни хрена вы сделать не будете. Что вы? Вы же эскалации боитесь все время. Не давать оружие Украине не надо. Сегодня выступал генерал Келлог, уважаемый Кит Келлог, генерал, гениальный человек. И он сказал, да не дадим, мы не хотим, чтобы Украина выиграла. Но он уже в открытую это говорит в новостях. Он говорит, хотели бы, дали бы оружие Украине. Давным-давно бы дали. Не только мы, да и вся Европа бы дала. Ну, конечно, мы Европу тоже не даем ей дать оружие Украине. Летает Салливан. Если вы хотите, чтобы кто-то выиграл, вы не договариваетесь, переговоров не требуете. А здесь мы все продолжаем. Нужны переговоры. Генерал Милый выступает, что нужны переговоры, что война должна закончиться, то есть закончиться для России, а для Украины нет. Для Украины это будет продолжение, уничтожение Украины уже в 1000 раз мы это и на собственном опыте, и историческом опыте, на израильском опыте это было, когда они переходят в наступление. Россияне окапываются, фальсифицируются, оружие Украине не дается. И они теперь еще раз покажут, россияне, они еще раз показывают, что ничего вы сделать не можете, вы трусы, вы малодушные. Он смеется над этим, он говорит, ну и что Польша сделала, что вы сейчас, ядерную войну развернете? Из-за того, что 2 ракетки упали, убило 2 поляков, да кого это чешет все? Да, сейчас будете грозить, сейчас мы то еще. А все равно будет одно и то же. Отбеливание Белого дома будет продолжаться. Александр, вчера, только вчера, Дмитрия Гордона, полковник Пиентковский говорил, что он говорит как факт. Миллионы людей слушают, улыбаются, все рады, что Салван прилетал. И он сказал Путину, перестань обстреливать Украину, перестань уничтожать инфраструктуру. И вы уже знаете, уже несколько дней нету обстрела. И все кивают, все хорошо. И вот вам 100 ракет, вот вам удар по Польше, вот вам уничтожение. Да плевать он хотел, что вы думаете. КГБшник. Нельзя с ним вести переговоры, нельзя ни о чем договориться. Так вот, если даже Салливан это сделал, вот тебе еще раз тебя он мордой ткнул.
Сколько раз это может продолжаться? Идет уничтожение наций, идет уничтожение цвета нации, идет террористическая война. Они уничтожают инфраструктуру. Собрались в ООН, да, собрались в ООН, проголосовали. Вот, кстати, Израиль проголосовал, воздержался, а мог проголосовать против. Все бы поняли это. Но, опять же, и что, вот, что, Россия уже побежала репарации платить? Вот вам репарации, 100 ракет на вас. А кто из наших полковников там? Выйдите, ребята, полковники, где вы? Которые в начале войны сказали, сейчас у них ракеты закончатся. Да вот уже закончились, да вот они старьем закидывают. Каким-то образом эти старые ракеты долетели до Польши и убили людей. А это тоже, кстати, большой вопрос, Гарри, очень большой вопрос. А что ж там за ПВО тогда у страны НАТО? Вот, второй вопрос. Где ПВО Польши? Где ПВО Украины? Где это все, что должно работать против России? Где это то, что обещают, что испепелят российские войска за 2 часа, потопят российский флот за 20 минут в Черноморье? Это вот перестаньте слушать этих людей, перестаньте расслабляться. И вот мы их окружили, вот победа, вот они бегут, вот фронт падает, вот в Кремле переворот военный, вот Путин умирает завтра от рака. Ну сколько можно слушать это, расслабляет, а пока что вас убивают систематически, уничтожают инфраструктуру, света нет, горючего нет, все взрывают, истребляют нацию. Заместо того, чтобы вы, полковники, которые себя называете, вы там, господин Гордон, самый знаменитый у вас там, заместо того, чтобы сказать, Белый дом вас обманывает, поставляет, не дает того, что американский народ требует, дать вам оружие, а вы все убаюкиваете, вы все рассказываете басни, вы все в золотую рыбку и Деда Мороза верите. Украину сливают, сдают, сдали уже, в 2014 году сдали, сейчас опять сдают, а вас все Бабой Ягой пугают, ой, Трампом, Трамп придет. При Трампе ни одной ракеты не упало на головы Украины, и поэтому я агент Путина, потому что я вот это только что факт такой сказал. Вот что они будут распространять. Ну, смотрите, про Трампа Гарри, мы вот поговорим. Я очень хочу, ну, скажем так, аргументацию того, что Украину сливают. Да слили уже, в 2014 году слили, если вы этого не поняли. Потом слили еще раз, потом еще раз подставили. Им свалился этот Трамп из чади-ада на голову. Так 4 года была передышка. Смогли вы перегруппироваться, что-то сделать, как-то армию выстроить, как-то народ дать понятие. Потом опять то же самое. А вас все пугают этой пугалкой. И в Америке пугают всех этим тем же самым. Мы видим, как и у нас проходят выборы. И все, чтобы эскалации не было. Спасибо, что дают то, что дают. Держат вас на плаву и заставляют сесть за стол переговоров. Хватит уже слушать этих соровских убийц. Кровь сегодня, кровь украинцев, сегодня кровь украинских детей и сегодня уже поляков на их руках. Ну что теперь сделать? Вот следующий шаг какой? Что, объявим войну? Что, НАТО объявит войну России? Что они сделают? Он еще раз покажет, что ничего вы не сделаете. Пошумите, и опять же найдете только один выход из этой ситуации. Украина должна сесть за стол переговоров. Украина должна сдать те территории, которые уже оккупированы. Все. Это единственный выход, который они найдут из этой ситуации. А что еще они могут сделать? Он специально это сделал, он специально это создал. Сейчас будет морочить голову, опять же, это не мы. Это не мы, это вы сами специально сделали. А если вы нам угрожаете, так мы будем продолжать. У нас будем продолжать это, и все, и Салливан прилетал, и все, и вам будут по телевизору эти полковники, эти знатоки великие рассказывать, что это так и надо, что это вот Байден специально, такая многоходовочка у него. Пока что вас уничтожают уже много лет этими многоходовочками, этими завтраками, которыми вас кормят украинцев. Вас уничтожают нацию. Но я не понимаю, сколько еще можно уроков преподавать вам, пока вы это поймете. Не понимаю. Гарри. Министерство иностранных дел Украины, возьмите пример со своих воинов. Я не знаю, сделайте Залужного министром иностранных дел или кого-то.
конце концов, сколько же можно это терпеть? И теперь еще Польша. Сейчас он заткнет. С КГБшниками дела иметь. Не советую. Гарри, Польша введет военный контингент на территорию Украины? Не думаю. Это эскалация. Кто ей разрешит? Вы понимаете, что Польша не самостоятельная страна. Это страна, часть Евросоюза, НАТО. Там Белый дом скажет, вы это сделаете, мы вам танки отключим, мы вам F-16 отключим. Ну зачем вы? Мы же не хотим эскалацию. Польша должна помочь нам, американцам, нашему Белому дому, повлиять на Украину, чтобы Украина села за стол переговоров. Только мирным путем мы можем решить эту проблему. Что вы не понимаете здесь? И вот Польша, а что они могут сделать? И то же самое Балтийские страны. Где оружие? Хотели бы ввести, ввели бы. Хотели бы, а зачем вводить вообще войска? Нашу 101-ю бригаду из 101-й десантной дивизии, которая стоит в Румынии. Хотели бы, ввели бы. Не надо вводить, не надо ничего вводить. Украинцы сами справятся с этой проблемой. Украинцы сами сделают за нас нашу работу. Украинцы за нас прольют кровь. Дайте им оружие. Вот и все. Дайте им наступать, дайте им штурмовики, вертолеты, пушки. Спрашивают, милый, а как мы помогаем Украине? Ну как мы помогаем Украине? Мы даем им артиллерию. Отлично. Отлично. Дали несколько снаряды для артиллерии, то есть артиллерию. Хаймарсы, то есть артиллерию, реактивную, но артиллерию, да. Только артиллерию, и то немножко. Где наступательное оружие? Где это все? Где то, что требует американский народ через ленд-лиз, чтобы дали Украине? Сегодня мы узнаем, что в Америке, оказывается, почему ленд-лиз-то тормозили? Вот никак не могли понять, да, чего ленд-лиз, чего вот этими пакетами все время, чего деньгами-то, а не железом. Оказывается, огромная компания, FTX называется, криптовалюты, которая, как только Байден объявил себя в президенты, вдруг стала процветать. Парень еще 30 лет, ему тогда не было, сейчас 30-ник ему, молодой парень. Компания просто взорвалась. Люди стали туда кидать столько денег. Пенсионеры, все, банкрот. Чего банкрот? Самый большой донор, второй донор Демократической партии. Второй донор. Первый Сорос, второй вот этот вот парень из FTX, у него специальная фирма SBF называется. 40 миллионов долларов давал донат для Демократической партии, чтобы делать, и Украине давал много денег, чтобы делать вот криптовалюту, чтобы делать все цифровую банк. Теперь мы узнаем, что оказывается, пишут все сейчас у нас газеты здесь, что через криптовалюту он эти деньги возвращал с Украины в Демократическую партию. То есть Демократическая партия продолжала использовать Украину как прачечную. И уже Маск уже выступил по этому поводу, сказал, все равно ничего не будет, потому что это Демократическая партия. Все равно ничего не будет, потому что это Путин. Все равно ничего не сделают. Вот покричат, а никакого расследования, никакого наказания не последует. Уничтожают Украину, вместе с Украиной уничтожают весь мир. И пока мы будем говорить, Табах, он пессимист, он трампист, он работает на Путина. Хорошо, согласен, но убивают вас убивают, а нас следующих. И если пока это не поймет, пока мы не соберемся все вместе, перестанем слушать этих соровские рупоры, которые убаюкивают вас и которые вам рассказывают сказки, как вы будете побеждать завтра, уничтожается мир таким образом. И, конечно же, это все показательно. То, что как раз была большая двадцатка, пошли вы со своей двадцаткой, вот вам двадцатка, 100 ракет, которые должны были закончиться еще полгода тому назад, если бы мы слушали полковников, которые вам это рассказывают. Откуда они знают, правда, неизвестно. Гарри, вот этот обстрел, и многие подметили, что вот только Лавров улетел, вот начался обстрел. И складывалось впечатление, что вот когда качали эту тему с переговорами, что вот
была какая-то отмашка. Готовились стрелять, такой залп, он готовится заранее. И такое ощущение, что вот по итогам саммита G20, что-то там стороны, которые договаривались там за спиной Украины, поняли. В частности, поняла Россия, дала отмашку и прилетело 100 ракет в Украину. Вот не бывает таких совпадений. Все просчитано. Конечно нет. Все вам показывают. Конечно нет, Александр. Алло. Да. Да, конечно нет. Это надо рассчитывать на идиотов, что каждый раз это какое-то совпадение, недоразумение. И следующее последует: нет, не мы, ничего не... Зачем с ними вообще разговаривать, я не понимаю. Если вы серьезно подходите к этой проблеме. Сейчас они опять начинают, кто-то говорит, вашего брата там, что американская разведка уже сказала, с каких кораблей эти ракеты вылетели, которые прилетели в Польшу. Да. В этот момент, если бы Польша была самостоятельной страной, если бы Польша принимала собственные решения, да не только Польша, а и Соединенные Штаты, она бы подняла самолеты, и эти корабли бы потопила моментально. Моментально, без каких-то разговоров. А это вы, а это не вы, а докажите. А вот мы видим, что это ваши ракеты упали. А, это украинцы у вас украли, и они сами, по-моему. Понятно, да, надо дальше расследовать. Давайте дальше договариваться, давайте дальше говорить. Эскалацию уже нельзя делать. Нет, никогда стадо овец, стаю волков не победит. Никогда. Так устроена природа. Волков может разодрать только волкодав и спасти таким образом стадо овец. Только еще большая агрессия может задушить агрессию. По Второй мировой войне надо было использовать большую агрессию против японцев, потому что они были чрезвычайно агрессивны. Каждый из них был готов умереть. В Дрезден надо было стереть с лица земли, потому что у немцев были еще большую агрессию надо. В Сталинграде надо было показать большую агрессию, чем немцев. Окружить и заморозить их. Никаких переговоров не было, никаких договоров. Когда ваш друг говорит вам, что надо садиться за стол переговоров с вашим врагом, тем, кто хочет вас убить, может быть, это не ваш друг. И вот, может быть, Белый дом не ваш друг, поймите это. Поймите, что заставляют вас все равно. Они все равно, вот я никогда не предсказываю будущее, но я вам могу сейчас сказать, что я уйду с эфиров, если опять не придут и скажут, надо договариваться, надо садиться за стол переговоров. Польша должна вот сейчас сыграть эту роль, потому что иначе это будет Третья мировая война, не понимая, что уже есть Третья мировая война. Понимаете, что вас, как поляков во Второй мировой, как чехов во Второй мировой, приносят в жертву, думая, что они таким образом накормят этого волка. И даже если Путина не будет, Россия никуда не денется, и у вас этот сосед надолго. С ним надо расправляться сейчас. Давным-давно Украина могла это сделать, если бы у Украины были искренние союзники, если бы Украине хотели помочь. Опять же, эти все уроки изучил Израиль. Не знаю, что сказать, Александр. Это специально сделано для того, чтобы еще больше давления было на Украину сесть за стол переговоров. Вот это единственное, что я вижу. Не ведут поляки никакие войска, не ведет НАТО никакие войска никуда. Покричат, может быть, еще что-то дадут. Ну, санкции, даже санкции России, которые были введены. Помните, что он ведет санкции из ада? Если Байден станет президентом, Байден придет, порядок наведет, то санкции будут из ада. Долго Путину власти не уметь. Как только он пришел, санкции были сняты. И сегодня, когда уже Конгресс и наш, и демократический, его партии вводят санкции жесткие против России, Белый дом говорит нашим банкам на эти санкции не реагировать. Заниматься дальше валютными операциями с российскими банками. А когда сейчас попались на этом, говорят, ну что ж, голод что ли в мире будет? Они голодом пугают, что я ни одного голодного человека нигде не видел. Все на диету, всем пора садиться. Жрут и жрут. Никакого, где голод-то вы этот видели? И это продолжается. Нефть продолжается покупать, газ тоже. Сейчас сняли только несколько дней тому назад, сняли все эти санкции с России, с удобрением, с газом, с лекарством, с едой.
многие санкции сняты. Они берут и бомбят вас за это. Вы понимаете, что он понимает, что они понимают, что они воспринимают это как слабость. Слабость. Это давно было нами уже изучено в войнах в Персидском заливе. Когда мы должны, израильтяне виноваты в этом ужасно, когда они ранят своего врага, какого-нибудь террориста, израильский или наш санитар бежит и начинает его там лечить, его, накладывать на него бинты, лекарства, уколы делать, чтобы он выжил. Мы же ранили врага, да, по Женевской конвенции мы обязаны это делать, рискуя своими жизнями. Они видят это как слабость, как иншаллах, что нас Аллах направляет в этом. А если бы подошел и дал бы одну в голову и две в грудь, прикончил бы его, вот это сила, вот это уважение к врагу. Поэтому тут то же самое. Он видит слабость, трусость и малодушие западных лидеров. Так, а что такое, вот что такое тогда был Херсон? Многие задаются этим вопросом. Ну, Херсон это украинский город, который вернулся в Украину. Слава богу, без боя, слава богу, без больших потерь, тем более гражданского населения, уничтожения инфраструктуры там. Это победа украинская, но от нее пьянеть и радоваться еще рановато. Потому что произошло? Я тоже рад за украинцев, и невозможно смотреть без слез на эти кадры, как украинцы встречают своих солдат, как освободителей. Вот, например, у меня в моем богатом военном опыте такого опыта не было. Я никогда не зашел в город, который я освободил, и меня бы, чтобы там на меня кидались и целовали, и благодарили, и плакали. Но любой солдат, конечно же, всегда мечтает об этом, зайти и освободить свой родной город, и чтобы его люди так вот благодарили. У меня такого опыта не было, к счастью или к сожалению, не знаю. Но смотреть без слез, без того, чтобы мурашки по коже, конечно, этого нет. Но, опять же, многие наши генералы, и я это говорил, наверное, еще с лета, россияне выпрямляют фронт. Мы тянем резину, не даем украинцам их гнать. Они, в конце концов, окопаются, займут выгодные оборонительные позиции. В Херсоне они заняли выгодную оборонительную позицию на другом берегу Днепра. И уже видим, что они окапываются, видим, что они фортифицируют, то есть они занимают оборонительную позицию. Грамотно это делают. К зиме, сейчас будет холодная там зима, а к весне, как вы их оттуда вышибите? Я надеюсь, что у генерала Залужного и его штаба есть план. Но без тяжелой техники, без тяжелого оружия, без наступательного оружия я лично на моем уровне не представляю, как это можно сделать без крови. Поэтому это усложняется. А генерал Миллey и президент Байден уже сказали, что оружия наступательного они не дадут, не хотят эскалировать. Президент Обама, что умалчивается у вас в СМИ, уже сказал, что мы должны быть аккуратны и должны быть границы помощи Украины, иначе это приведет нас к прямому столкновению с Россией. То есть Украине не давать, кроме того, что вот даем, чтобы она могла только обороняться. Но Украина не выдержит вот этой войны на износ, что мы называем attrition war. Поэтому я рад, что Херсон вернулся, я рад, что это там еще, когда там еще месяца не прошло, как это объявили российские территории, но уже он вернулся в Украину. Может быть, это опять Путин оставляет себе, что это его территория, он будет ее освобождать. И вот таким образом, а как освобождать? Лобовую они не могут воевать, у них не получается, пока не получается. А террористическую войну, уничтожение инфраструктуры, замораживание вас, оставлять вас без света, без газа, без тепла и терроризировать вас, это у них получается. Очень здорово получается. А мы, конечно, сидим, наблюдаем и говорим, ай-яй-яй, ай-яй-яй, нехорошо. И вот даже сейчас
попали, убили поляков, еще раз утерли нам нос. Где наше ПВО было? Где польское ПВО было? Где украинское ПВО, которые тоже, кстати, полковники ваши отставные, обещали еще в начале войны, что на Киев ракеты не попадут, потому что у вас очень сильное стоит ПВО. Где это? Да, две системы NASAMS, NASAMS вы называете. NASAMS прислали. Ну и что, где они? Что же они не остановили эти? Сколько там сейчас они выпустили, по вам говорят, 100 ракет? Я не знаю, сколько сбили, сколько не сбили. Хотя, опять же, украинские воины, украинские ПВОшники, ну, фокусники, они просто совершают чудо, сбивая этот бараж тем, что у них есть, насколько я понимаю. И столько времени уже они это продолжают делать. Молодцы. Но все остальные не молодцы. Скажите, я все-таки задавая вопрос про Херсон, все-таки вот, ну, мы же видим, как разворачиваются события. Вот здесь G20. Позже еще один контакт, ну, фактически день в день, да, с Нарышкиным, Бёрнса в Анкаре. Далее мы видим этот массированный обстрел, ракеты залетели уже и в Польшу. Понятно, что сейчас взвинчено и разогрето информационное поле, ну, просто до максимума. А дальше вот как бы вот договоренности по зерновой сделке нас ждут. И Россия же четко, ну, отвечала на эти вопросы. А будете продлевать, не будете зерновую сделку? Мы дадим ответ позже. Мы вот числа 18-го, 19-го заканчивается сделка. То есть мы видим, что здесь идет игра вот в эти дни. И она достаточно вот такая вот не для средних умов. Что вы об этой игре думаете и насколько вот здесь вот этими ракетами, вот всем этим оружием и этим уничтожением Украины, ну, русские, получается, просто торгуются? Не знаю, Александр, я опять же не знаю, что это за игры. Опять же, ну, надо, наверное, понимать мой склад мозга, какие игры можем еще играться, о чем еще можно с ним разговаривать, о чем с ними иметь беседу, с кем, как это делать. Ну, я себе не представляю. Ну, может быть, ваше Министерство иностранных дел может продолжать играть в эту игру, голосовать вместе с ними против Израиля, думать, что это как-то поможет им. Не знаю. Я человек военный. Никакие игры с ними уже давным-давно и переговоры закончены. Надо было договариваться до того, как такие люди, как я, вступили в эту игру. Когда мы вступаем в эту игру, все, разговоры закончились. И я вот не понимаю, какие еще могут быть игры с ними, какие могут быть разговоры. У вас разрушили инфраструктуру, убивают ваших детей, вам врут все время. У вас пятая колонна, у вас диверсии все время идут там повсюду. Гарри, так разговариваем же не мы, а вы. И абсолютно верно. И с нами не надо уж разговаривать. Потому что сказать, мы с вами разговаривать не будем. Надо, ну, и с Израиля как бы тоже пример брать. Если вы уже довели мир до такой ситуации, не только Украину, до такой ситуации, что мы на краю ядерной войны, что уже обстреливают натовские страны в наглую, убивают там людей, до этого убили в Великобритании, убили там этим новичком британским. Что было? Что Путину было? У него все ходит с рук. Чеченцы сошли с рук, Грузия сошла с рук, Крым сошел с рук. Сбитые самолеты, польские, малазийские, все сходит ему с рук. Эта война тоже сходит с рук. Все время давайте переговоры, давайте переговоры. Украину, бери Украину нахрен, дороби ее, убивай их там, жги и замораживай. Ничего, давай договоримся. Давай договоримся. Санкции против, да, но мы в обход там все равно можешь делать сделки. Все равно нефть, цену, тебе нужна цена на нефть, на тебе цены на нефть вверх. А кто? А мы весь мир Трампом запугаем. Вот где у нас дьявол сидит. Трамп этот он. А если ты что скажешь, то ты, значит, путинист, значит, за Путина Трампе. И все, и никуда ты не денешься. Это какое-то средневековье с евреями, которых надо жечь на костре, и все. Да, и что, они конвертируют, не конвертируют, все равно. Надо их уничтожить, потому что вот они на дьявола работают.
И ничего ты тут не делаешь, какой-то навет. И приносят в первую очередь в жертву Украину. Потом других принесут. О чем разговаривать? Если довели этот мир, дайте, уже украинцы доказали, что они могут, хотят и умеют воевать. Ладно, дипломаты хреновые, там, политики хреновые, там, коррупция там хреновая, все там хреново. Но военные уже доказали, что они лучшие из лучших, что они умеют, хотят и могут воевать, и могут разбить эту армию, которая в 10 раз больше, чем она. Дайте им инструмент, мрази, сволочи, дайте им инструмент, дайте, чтобы они закончили эту войну и остановили это убийство нации. Нет, не дают. Боятся эскалации. Это вам не эскалация. Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. И по телевизору будут они вам рассказывать, что вот обстрелы закончились, вот ракеты у них заканчиваются, вот Путин сейчас помрет, вот Салливан приехал, вот Байден им покажет, вот мы их сейчас спасем, и вот только чтобы там республиканцы, смотрите, чтобы не пришли, потому что это будет кошмар. И вот это продали как-то украинскому народу, продали американскому народу, продали этот весь Давос. Вся эта советская власть была продана европейцам, всем людям. И у меня уже начинает впечатление быть, что я с ума сошел, что люди не видят явного. Да, Гарри, очень эмоциональная у нас беседа. Я еще одну тему. Я прошу прощения, просто вчера то мне просто прислали там, где у Гордона полковник Пинковский меня называет врагом украинского народа. Почему? Потому что я голосовал за Трампа. То есть половина американского народа, чудак приехал к нам в страну, ко мне в страну, живет на мою пособие, которое ему платят. И полстраны у него враги, оказывается, Украины. Полстраны, которая голосовала за Трампа, это все враги Украины. Потому что они, значит, за Путина. И говорит, что обстрелы закончились, потому что вот Байден такой умный, вот Салливан уже им показал, сказал, окончайте обстрелы. И сегодня же начались обстрелы. Конечно, это где-то эмоционально. И этого человека все равно будут показывать по всем каналам, все равно миллионы просмотров, все равно он гениален, все равно, который обещает, что уже, я не знаю, сколько он кормит этим, что Путин умрет, что будет переворот, что война закончится. Ну, правда, он вам говорит, что вы победители, вы молодцы, вы окружили, вы то, вы все, и делает какие-то выводы военные. Человек, который вообще ничего в этом не понимает. И ваши главные журналисты это поддерживают. Ну, что ж вы хотите? Конечно же, это... И он не один, там много таких. Конечно, это эмоционально, потому что я не могу равнодушно смотреть, гибнут солдаты украинские, лучшие из лучших, как мерзнут дети в больницах детских, потому что идет разрушение. А мы здесь сидим, вот я выхожу на пляж, ко мне собирается народ вокруг, и меня спрашивают, что же дальше, Юра, а что же дальше, Гарри, а что же... А что вы делаете дальше? Ну, это далеко. Это далеко. Мы переживаем, да, далеко. Но все, донаты больше давать не будем, потому что Украина так проголосовала в ООН против Израиля. И так далее, и так далее. Да, Я не знаю, что. Я не знаю. Это у меня впечатление, что это просто диверсия. Теперь президент Зеленский, конечно же, оказывается в тяжелейшей ситуации. Если он не сядет за стол, если он сядет за стол переговоров, вы его снесете и правильно сделаете, потому что это будет конец Украины. Если он не сядет за стол переговоров, его снесет Обама-Байденовская администрация. И страдает за это все, и расплачивается за это все Украина. Опять же, морем крови. Конечно, я не могу. Я прошу прощения за эмоциональность. Я пытаюсь не быть эмоциональным в этом отношении. Я уже не знаю, что говорить. Я уже не знаю, в какую стенку биться головой. Я не знаю, к кому обращаться. Я не знаю, к каким конгрессменам, сенаторам уже ходить. Я им уже надоел. Потому что они мне все время тыкают в лицо, говорят, подожди, а вот тут говорят, что все нормально, что мы им все даем. Вот в красной папке у нас мы все даем, что они все довольны, что слава богу, что мы им помогаем. Мы тратим много денег. Теперь выясняется, что эти деньги возвращаются в Россию через биткоины, через криптовалюту, а возвращаются обратно в США и как донаты в демократической партии.
У меня такое впечатление, что мне что-то снится все. Что это быть такого не может у меня в стране, в Америке, в которой я прослужил 30 лет и которой служат мои дети. Мне это какая-то дикость. Дикость. Гарри, я хочу каким-то образом закончить нашу беседу на каком-то вот прогнозе. Вы уже поставили вот эту вилку там либо-либо. Достаточно жесткая, но понятная вилка решений там, Зеленского, решений киевских властей. Понятно, что мы будем, конечно, смотреть за очередным витком там, информационной эскалации, но я получил ответ от вас на вопрос, что дальше будет. Что, мол, ах, раз так, то уж тогда точно давайте мир, потому что вот уже в Польшу прилетело. Я даже не хочу с вами обсуждать вот эти варианты там с Украины или там какой-то зерновоз чего-то взорвался, вот эти все, которые вбросы пошли, ну, параллельно сразу информационные. Я хочу вот какой-то от вас, ну, вот прогноз. Прогноз того, какой вот следующий нас ждет этап. Если мы попадаем в эту петлю вот эту переговоров, то, ну, обещания же были от Соединенных Штатов Америки, что будут нас поддерживать, и решать все будет исключительно Киев. А на деле? Будет все, да, решать все будет Киев, но мы вам, как я говорю, это слова Байдена и Блинкина и Саловна, да, решать все будет Киев, и мы вас поддерживаем, но мы вам настойчиво рекомендуем сесть за стол переговоров. Знаете, когда мой командир, или когда я был командиром, и я говорил своему подчиненному, я тебя прошу, сделай это. Это была не просьба, это был приказ. Попробуй, не сделай. И ты увидишь, как я тебе устроил. Поэтому, когда тебе говорят, да, конечно, конечно, но мы вас настойчиво рекомендуем сесть за стол переговоров, и они это все говорят, и оружие мы вам не дадим, у вас нету, то куда вы денетесь в подводной лодке? Потому что нам нужен довоз, нам не нужна вот эта капиталистическая Украина, бунтовская, нам нужен довоз. Чтобы был довоз и работал, то вы должны стать русскими. Ну что, вам жалко, что ли, стать русскими? Ничего с вас не будет. Будет все нормально. А с Путиным мы договоримся уже. Поэтому и сразу предложили Зеленскому бросить Украину на произвол судьбы и получить убежище в Соединенных Штатах Америки. Слава богу, он это не сделал. Поэтому сразу сказали, ну, если это большое нападение на Украину, это одно, если это небольшое, это другое. Поэтому никогда посла не прислали, поэтому увели посольство, да много всего, сняли санкции. Много чего сделали, чтобы пригласить Путина и дать ему сказать, заходи, бери, как договорились в 2014 году еще. Но потом вот там 4 года была у нас заминка, но мы сумели, сменили. Сегодня Веллер прекрасную передачу, Михаил Иосифович, прекрасную передачу про это сделал сегодня. Рекомендую всем послушать. Может быть, это еще меня завело тоже. Но я не знаю, Александр, я знаю, что все хотят услышать, что же будет дальше. Я не знаю, я не предсказатель, что будет дальше. У вас достаточно этого. Но я могу сказать, чего бы я хотел. Я бы хотел, чтобы Украина все равно стояла на своем, не поддавалась, не сломалась, не давала ни давлению, чтобы ни Соединенные Штаты Америки, ни Европа, ни Польша, никто другой, никакого давления, понимали, что сколько бы они на Украину не давили, у них ничего не получится. Украинцы будут бить и гнать эту мразь со своей земли. И если они по-настоящему, Запад по-настоящему, те, которые говорят, что свобода, независимость, это значит для нас что-то, пока Запад не поймет, что Украина такая, что Украина не сдастся, то вы ее доведете мир до Третьей мировой войны, поэтому сейчас лучше дать Украине оружие, по-настоящему помочь Украине, не бояться эту бешеную макаку с ядерной гранатой, отнять ее у нее, засунуть ее в одно место ему и вытянуть ЧК, кольцо. И только тогда они поймут, что
мы серьезно к этому подходим. И мы не позволим убийства нации. Потому что это нация. Ну, пример, наверное, еврейское восстание в гетто в Варшаве. В какой-то момент люди поняли, что они не сдадутся, что они умрут до конца, они будут стоять. Вы не сможете их уболтать, потому что их все равно убьют. Они понимают, что их все равно убьют, их все равно принесут в жертву, так хотя бы они умрут на своих условиях. Они умрут так, как они решат погибнуть, а не так, как за них решат погибнуть. Есть люди, которые ждут пулю, а есть люди, которые идут на пулю. Вот я знаю, что меня сейчас обвинят, что я хочу уничтожить украинскую нацию, славянскую нацию. Идите вы все в одно место. Я хочу, чтобы украинская нация процветала, чтобы она получила то, что она заслужила. Она заслужила кровью, потом и стойкостью своего президента и своего народа, и доблестью своих вооруженных сил иметь процветающую, свободную и стабильную страну. Вот что я хочу, чтобы было в Украине. Поэтому Украина придется сейчас жестко. Но я хочу, чтобы Украина стояла на своем. Никаких переговоров с КГБшной властью, никаких переговоров с этими нацистами. Только полное очищение своей страны от них. И если Запад не хочет в этом участвовать, то хотя бы не мешайте это делать Украине. Да, хотелось сказать не там Гарри Табах, а, не знаю, Юрко Табахенко, но в любом случае спасибо вам, Гарри, за эту беседу. Спасибо. Ну, кстати, меня очень часто принимали за украинца, потому что они мою фамилию читали как табак. Табак как курение. Я не говорю, это же украинская фамилия. Я обычно не отказывался. Да. Спасибо вам большое за эту беседу. Мы следим за тем, как развиваются события. Мы, конечно же, благодарны с моими экспертами вам за то, что вы комментируете, включаетесь. Пожалуйста, мы ждем ваших комментариев. Очень интересно, что вы скажете. Спасибо, Александр. Берегите себя. Сложный период. Выстоим. До скорого.